Есть в Иране такая вот загадочная цепь ни на что не похожих отверстий в земле посреди пустынной местности. Это очень древнее и жизненно важное для населяющих эту землю людей сооружение находится в окрестностях иранского города Ганабад. Этому сооружению, как установили ученые, уже 2700 лет. Оно позволяет в засушливых районах Ирана добывать воду из источников, расположенных на верхних участках долин. Затем оно по разветвленным подземным каналам кеаризам, к кеаризам, канатам в разных языках, доставляется к поселениям и сельхозугодьям. Кеаризы были поистине великим изобретением для того времени. Эта водопроводная система позволила древней Персии достичь настоящего расцвета. Схематично устройство кеаризной системы можно описать так. Основной колодец позволяет добывать воду из подземного горизонта. Система подземных туннелей, по которой вода транспортируется в определенное место, плюс вертикальной скважины вдоль всего маршрута, которые позволяют проветривать и обслуживать киризы, а также конденсировать влагу. Впервые орошаемое земледелие появилось на территории современного Ирана 8000 лет назад. Сначала использовали только воду стекающих с гор, речек и ручьев. Впоследствии была разработана технология постройки киризов. Как отмечают гидрологи, самое удивительное, что древние мастера умели не только добывать воду, но и транспортировать ее на солидные расстояния без применения каких-то источников энергии, используя только законы гидродинамики. Длина кириза возле иранского города Ганабад составляет 35-13 метров. Он содержит 427 углублений для воды и представляет собой систему из 11 киризов, включающую также зоны для отдыха рабочих, водохранилища и водяные мельницы. Это просто уникальный пример культурных традиций и обычаев народов, проживающих в пустынных районах с засушливым климатом. С 2007 года Ганабадский кириз включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Подобный метод водоснабжения распространился по многим странам мира. Сегодня киризы обнаружены не только в Марокко, Алжире, Ливии и Афганистане, но и в Греции, Китае и Индии. Кириз, когда-то построенный армянскими мастерами, можно увидеть также в Евпатории. Туркменские легенды возводят строительство киризов ко времени Александра Македонского. Еще античный историк Полибий рассказывал о водоводах Южной Парфии и обычае отдавать в бесплатное пользование на 5 лет землю тому, кто проведет ключевую воду в местность, до той поры неорошенную. Строительство киризов, глубина которых доходила до нескольких сотен метров, а длина галереи километров, являлось чрезвычайно опасным и трудоемким делом, которое растягивалось на годы и десятилетия. Зато подведенная вода позволяла буквально оживить десятки гектаров плодородных земель. Колодцы и подземные каналы обустраивали галереи простейшими орудиями: кирка, небольшая лопата, защитная доска, светильник, специальный головной убор, кожаный мешок. Главный мастер определял глубину колодца и расстояние до следующего, около 20-30 метров. Рыли их, как правило, снизу вверх.
В предгорных пустынных местностях киризы являлись фактически единственным источником питьевой воды. Правитель Хорасана Абдуллах ибн Тахир 830-840 год даже поручил составить специальное руководство по киризам Китаб ал-Куний, книга о колодцах, которым пользовались еще несколько столетий. К сожалению, книга до наших дней не дошла. Как отмечается в обзоре Закаспийской области с 1882 по 1890 год, в начале 1890 года только в Ашхабадском уезде насчитывалось 17 киризов и 140 колодцев, да и в самом Ашхабаде вплоть до 40-х годов XX века действовали 4 крупные киризные системы. Киризы Туркменистана поражают своей основательностью и грандиозностью. Например, подземная галерея кириза Коне-Мурча имеет высоту до 4 метров при ширине 2 метра. Ко всему прочему, то, что водовод построен под землей, значительно снижает потери драгоценной влаги. В Туркменистане воды киризов приводили в движение многочисленные водяные мельницы. На каналах работали также водоподъемные приспособления — чигири. Согласно Аль-Хорезми, в средние века в Хорасане существовали различные виды чигирей — дулаб, далия, гараф, зурнук, наура, манджанун, приводимые в движение тягловыми животными. Примечательно, что у туркмен существовал культ Шахизенны, покровителя мастеров колодезного дела, в честь которого устраивались жертвоприношения. Труд киризных мастеров оплачивал каждый пайщик в зависимости от своей доли суточной нормы воды. Этот портрет мастера по киризам, работавшего в предгорьях Капедага в 70 километрах к западу от Ашхабада, публиковал в 1984 году журнал «Вокруг света». Местные жители рассказывали, что поля хлопчатника, орошенные из подземных водоводов, отличались высокой урожайностью, а зеленый чай, заваренный на киризной воде, получался самым вкусным. Мастера-киризники Туркменская ССР поддерживали работу каналов, проложенных еще во времена древнего парфянского государства. Ежедневно спускаясь через узкую шахту в подземный водовод, они по несколько часов в день, по колено в воде и при свете самодельных масляных коптилок укрепляли стенки киризов, расчищали завалы, и сооружение новых киризов и ремонтно-восстановительные работы требовали не чрезвычайного умения и упорства мастеров-киризгенов. Размеры отдельных камней вкладки, поддерживающей своды подземных галерей, доходят до 120 на 70 на 50 сантиметров. Как можно было укладывать такие глыбы без подземных кранов, до сих пор остается загадкой. Для спуска и подъема мастеров, их инструментов и материалов использовали деревянный ворот. Самобытная народная гидротехника совершенствовалась тысячелетиями. И сейчас, когда на службу человеку поставлена мощная техника и современные технологии, этот бесценный опыт прошлого заслуживает внимания и изучения. Следует отметить, что ганабадская система действует до сих пор, хоть и была построена 200-700 лет назад. В наши дни она обеспечивает водой примерно 40 тысяч человек, а это очень внушительная цифра.